Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, много раз говорила и повторяю, что вернуть долг очень непросто. Не потому, что заговор или ритуал недейственный, а потому что люди сейчас такие, что если даже вся их семья ляжет в гроб, они не подумают, что это из-за них. Они и не подумают вернуть долг. То есть сейчас люди настолько эгоистичны, что они не будут думать ни о родных, ни о близких. Люди иногда задевают людей силы, не думая о последствиях, не переживая о своих детях, внуках, о своем поколении. То есть, понимаете, сейчас люди иногда творят зло или в наглую вот так вот не возвращают то, что должны вернуть, и при этом не переживают о том, что за это могут пострадать их семья, да даже они сами. Вот именно по этой причине я и объясняю, что очень тяжело вернуть долг. Ведь что такое отправить заговор на должника? Это означает напугать его, чтобы ему снились кошмары, чтобы его дела не получались, и все время внушить ему, откуда идет этот удар и что он должен делать, чтобы освободиться. В древние времена люди больше боялись. Боялись наказания, боялись Бога, может быть, боялись потусторонних сил, боялись сил судьбы. Они боялись возмездия, не хотели получить обратно на свою голову за свои подлости. Сейчас люди стали настолько бессовестны, что они не переживают за счет этого. Они это списывают случайностям и так далее, таким образом успокаивая свою совесть. И очень сложно воздействовать и объяснить, то есть внушить человеку, что он не прав, и он должен вернуть деньги. Вот этот заговор, который я вам дарю, может вам помочь вернуть деньги. Но даже если вы деньги не вернете, хотя бы накажете этого человека, будете иметь право. Я вам давала заговор, где вы можете должнику отдать все свои бедствия вместо денег, но после этого деньги брать не должны. Даже если на вашу карту он отправит, вы должны ему обратно отправить. Соблазн большой, особенно если это большие деньги у вас взяты, правильно? Поэтому подумайте много раз, сможете ли вы устоять и не забрать эти деньги, а заберете, это уже плохо для вас. Это в том ритуале я объясняла. А этот ритуал для того, чтобы человек мучился, маялся, он будет мучиться, маяться, вы будете наблюдать со стороны, он наш похудеет от страданий, потому что он спать не сможет, есть не сможет, он будет хилеть, болеть. Если до него дойдет, почему это происходит, он вернет. Вы можете даже напрямую сказать: а я на тебя делаю кое-что. Пока ты мне долг не отдашь, это все я не сниму. Может, правда, подействует и испугается, в конце концов. Ну, должен же быть какой-то инстинкт самосохранения, и вернет. Но в любом случае, пока он вам должен, он в вашем рабстве. Можете это провести, и вы будете морально правы. И не бояться последствий, потому что в этом случае он виноват, а не вы. Вам нужно будет найти черную восковую свечу. Если не найдете, найдите черный парафин, но эффект будет не такой, как от воска. Потому что воск – это материал природный. А значит, и энергия обладает особой, особенно черной свечи. Читать надо 13 раз. Можете положить фото человека, можете на его имя начитать. Желательно поставить на окно. И на пламя свечи ночью читать 13 раз. Потом ненадолго откройте окно и подождите, чтобы свеча догорела. Этот агарок на следующий день выносите на перекресток, откупитесь 13 монетами и уходите, не оглядываясь. И вот начнется этот механизм. Вы можете провести на человека, который вам должен деньги, либо на человека, который взял, например, деньги и обещал сделать и не сделал, потом сказал, что там вот это не получилось, то. Вы можете провести на недобросовестного адвоката, который обещал что-то для вас сделать, для ваших близких, и
ничего не сделал. Одним словом, если вы считаете, что вас ни за что обидели, взяли и не сделали. Начнем. Зимой у меня обычно обостряется аллергия на свечи, на благовония, на эти все запахи. Летом больше проветривается, зимой меньше, поэтому не обращайте внимания. Начнем. Это не свеча горит, это душа моего должника горит. Гореть тебе, тлеть тебе, пока не раскаешься. От пламени черной будешь маяться. Будешь гореть, как в аду. Духи тебя повсюду найдут, за меня отомстят. Верни мои деньги назад. Гореть тебе, жариться, водой не залить. Не спастись, не сбежать, а долг свой отдать. Мне мое верни. Посылаю на тебя начет. Да возьмет тебя черт, измотает, изорвет, пока рука твоя мне мои деньги обратно не вернет. Не спать тебе, не есть тебе, день и ночь мучиться, плакать и каяться. Пламя тебе в печень, как уголек будет сжечь и кости ломать, и пламенем гнать. Пусть ты не спишь, не ешь, не пьешь, пока мне мой долг не вернешь. Чтоб тебе пусто было, чтобы света белого не видел, раз уж ты меня обидел. Пусть ты не спишь, не ешь, не пьешь, пока мой долг мне не вернешь. Ключ, замок моим словам, все исполнится в срок. Да будет так, тебе урок. Истинно, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Читайте 13 раз, называя имя человека, либо, если имеете фотографии, либо держа образ в голове. И можете периодически это повторять. Если человек не совсем тупой, и он поймет, откуда удар, а он поймет, ну, если он многим должен, можете напомнить ему на всякий случай. Ну, что там, мучаешься, да? Ну, вот пока долг не вернешь, так и будешь мучиться. Если он не идиот, он вам отдаст. Если идиот, значит, все его дела расстроятся, жизнь разрушится, здоровье в том числе. Деньги, если не вернете, хотя бы будет приятно видеть, что наглая тварь страдает. Удачи!